Всем привет! Сегодня речь пойдет конкретно не о приборах, сделанных своими руками для ремонта сотовых или планшетных телефонов. Сегодня в данном случае пойдет вот речь о такой вещице. Что это у нас такое? Ну, это у нас модуль питания. К чему он у нас, да? Это дремель своего рода. Два в одном. С одной стороны и с другой стороны. И что хотелось добавить. Сам модуль питания взят из копировального аппарата. Моторы вот эти два штуки именно тоже от этого аппарата взяты. Коробочка, сами знаете. Это купленные в магазине и установленные, чтобы для удобства было подключать. Так, как эта система работает, из чего состоит, да? Еще в смысле, вот, например, выключатель, он установлен в разрыв по сети 220 вольт. Для чего так сделано? Так как сам модуль питания, по идее, его нельзя подключать без нагрузки, так как у него идет перенапряжение по конденсаторам, и они могут рвануть, как говорится. Ну, в данном случае, в данном аппарате, вот в данном модуле, я не знаю, стоит у него там защита от этого или нет, без нагрузки его можно включать или нет, этого я не знаю. И чтобы не рисковать этим делом, я кнопку установил на один провод под сети 220 вольт. А вот метки вот эти нужны только для... Так как у нас моторы, они, можно сказать, одинаковые, как в размере, а точно так же они не имеют питания плюс-минус, в смысле, они, точнее, у них там нету микросхемы, они питаются, чисто напряжение идет сразу на щетки, поэтому у них они могут крутиться в обе стороны. А метка установлена для того, чтобы сразу не путаясь, как говорится, чтобы в правильном направлении крутилось. Куда у нас сверло крутится? Естественно, в правую сторону. Вот если смотреть сверху, то в правую сторону, что сверло так сверлит. Мы сразу устанавливаем так, и у нас сразу в этом направлении начинает крутиться. Тумблер установлен подачи напряжения на этот или на иной, на другой этот самый моторчик. Этот тумблер чисто я для себя переключаю, и это именно в выключенном состоянии, чтобы вдруг, так как тумблер переключаешь, как бы доли секунды идет разрыв питания, и чтобы эти конденсаторы не перенасыщились напряжением, я его сначала отключаю, а потом переключаю. Хотя у меня были случаи, что при питании я его нечаянно там задевал, он у меня переключался, и ничего с ним не происходило. Ну, я еще раз, просто на всякий случай вдруг думаю, чтобы он не вышел из строя, так как у меня такого модуля питания больше нету, я и стараюсь его экономно использовать. Ну, что сейчас? Будем... Сейчас, секундочку, паузу поставлю, подготовлюсь. Будем сверлить и резать. Это, кстати, диск, в смысле, вырезанный из диска магазина, вы видите, неровно, не совсем ровно получилось. Ну, родной у него, который шел для дремеля, я покупал вот эту цангу, или вот патрончик, да, вот с ним шли вот такие диски. Они, конечно, режут, но не так, как, например, вот специально режет. Хотя можно купить и в Китае алмазные там специально, они недорого стоят. Так, пауза. Так, продолжение. Что мы будем пробовать сверлить? Ну, мы можем попробовать сверлить, например, обыкновенную фанеру. Ну, или, например, вот плату. Так как иногда мне бывает, я схемы какие-то собираю, пытаюсь собрать. У меня готовых плат я не покупаю, вот таких и старых просто убираю, все, чищу его, как говорится, и вот пользуюсь, просверливая, как говорится, под контакты. К примеру, в данном случае, вот мы сейчас так будем подключать по сети 220, да? У нас отключено. В данный момент куда переведенный? Ну, например, сейчас я переведу, по-моему, вот этот будет включенный.
мотает сильно. Обороты напряжения тут выдает 43 вольта. Так, переключаем. Сначала будем фанеру. Ну, да и любой материал, наверное, можно просверлить. Ну как любой? Любой, да не любой. Специальный, в смысле, такой легкоплавный, например, какие-то алюминий там, или дюралюминий, можно просверлить им. Ну, сталь, конечно, для стали специально есть дрель или шуруповерт, что можно использовать. Там вот этих патрончиков зажимных, у меня их немалое количество, так сказать, и подогнать под любой можно. Когда я вот, например, что-нибудь режу, то я желательно вот эту цангу затягиваю плоскогубцами, потому что он бывает при оборотах, и когда ты, как сказать, ну, усилие какое-то прилагаешь, она все равно потихонечку начинает вот эта ось вот так вытягивается туда. Ну а когда плоскогубцами зажимаю, так, не сильно крепко, так, средне, и она нормально держит. Ну, видно, что потом, это у меня уже вторая, этот цанга, или патрончик купленный. Так как когда включаешь, например, на больших оборотах, не сильно заметно, что центровки у нее нету. Плюс еще вот этот диск, например, он совсем не по центру. Хотя вот так кручу, наверное, видно. Ну, это лучше уже. В принципе, я им нормально пользуюсь, режу, что хочу, как говорится, и сталь можно резать. Ну, такую чисто для мелких. Это вот такую резать, это надо болгаркой резать. Или ушием, да. А таким это прибор, это, как сказать, под вид дремелем, можно что-нибудь потоньше резать. Ну ладно, это я сейчас просто для показа хотел вам показать просто. Так, сейчас он может выдвинуться, так как я его руками не затянул. Точнее, руками затянул. Видите, уже начинает вытягивать. Вот. Ну, в принципе, даже эту сталь может разрезать. И хоть шлифовать, ну, короче, специальные насадки можно сюда купить уже отдельно. И потом можно даже что-нибудь шлифовать. Если не от 43 вольта, у меня есть лабораторный источник питания для ремонта сотовых. Можно, если что, туда подключать. Что можно? Все понятно? Так вот, так как я не профессионально занимаюсь каким-нибудь шлифованием там ювелирных дел, кто люди вот есть, кто занимается, они, конечно, себе дремель покупают. Мне раз у меня, как сказать, были такие запчасти, я решил собрать и вот из этого. Так, что хотела сказать, вот этот корпус из чего сделан, это пенал из-под наушников, ну, ранее покупал как-то. И очень хорошо сюда подошли, точнее, два моторчика. Тут отверстие просверлил, чтобы он немножко, как говорится, ну, не сильно нагревался, если, хотя он не особо нагревается, он так чуть-чуть тепленький, вот сталь резал, или что там либо, и она это самое, ну, такую тоненькую сталь. И она так чуть-чуть тепленький был, и вот отверстие специально, чтобы хоть какая-то отдушина была, как говорится. Хотя тут есть, конечно, вот отверстия в самом моторе, но я их решил все-таки заклеить, так как, чтобы туда нечаянно что-то не попало. Он же как магнит, он притягивает себе туда что-нибудь, стружку какую-нибудь затянет. Ну все, кому интересно, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем удачи, пока!